Меня зовут Алексей. Мне 42 года. И я хочу рассказать вам историю, которая перевернула все мое понимание дружбы. Возможно, она заставит и вас пересмотреть свои взгляды на самых близких людей. С Михаилом мы дружили с 1 класса. Представьте себе, два мальчишки-сорванца, которые делили все пополам, и радости, и беды. Мы сидели за одной партой, гуляли во дворе до темноты, а позже вместе поступили в один институт. Миша был не просто другом, он был частью меня. Мы понимали друг друга с полуслова, доверяли самые сокровенные тайны. Помню, как в школе я сломал руку, упав с турника. Миша каждый день приносил мне домашние задания, помогал с уроками. А когда у него умерла бабушка, которую он очень любил, я просидел с ним всю ночь, просто молча держа за плечо. Таких моментов было множество. Лучший друг — это тот, кто никогда не предаст, думал я тогда. Или я ошибался? Этот вопрос будет преследовать меня долгие годы. После института наши пути немного разошлись. Я пошел работать в банк, постепенно дослужился до управляющего филиалом. Миша занялся строительным бизнесом, у него была своя небольшая фирма. Но мы по-прежнему встречались, созванивались, наши семьи дружили. Наши жены шутили, что мы, как старая супружеская пара, настолько хорошо знаем привычки друг друга. Тот мартовский вечер я запомнил до мельчайших подробностей. За окном моей квартиры падал мокрый снег. Я читал книгу в кресле, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял Миша, но я едва узнал его. Лицо осунувшееся, глаза красные, руки дрожат. Он выглядел как человек, которого загнали в угол. «Лёш, мне нужна помощь», — сказал он, проходя в квартиру. Серьезная помощь. Мы сели на кухне. Жена сразу удалилась в комнату, предварительно поставив чай. Миша долго молчал, смотрел в чашку, а потом начал рассказывать. Его фирма попала в серьезные финансовые трудности. Крупный заказчик внезапно разорвал договор, не доплатив за уже выполненные работы. Параллельно с этим один из партнеров обманул его, исчез с предоплатой по другому проекту. Накопились долги перед подрядчиками, банком, налоговой. Фирма на грани банкротства. «Понимаешь, у меня есть последний шанс», — говорил он, не поднимая глаз. «Есть один крупный заказ». Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. «Если я смогу взяться за него, то не только покрою все долги, но и встану на ноги. Но нужен стартовый капитал. $50 000. Сумма была немалой, но не критичной для меня. За годы работы в банке я копил, инвестировал, у меня были накопления. Но главное — это был Миша. Мой лучший друг, мой брат. «Лёш, я понимаю, это очень много», — продолжал он. «Но это действительно последний шанс выбраться из этой ямы. Я верну все до копейки, честное слово. Просто дай мне время». Я даже не раздумывал. Конечно, помогу. Как можно было поступить иначе? «Сколько тебе нужно времени?» — спросил я. «Полгода максимум. Я все просчитал. На следующий день я снял деньги со счетов и передал их Мише. Он был так благодарен, что чуть не плакал. Обнял меня крепко-крепко. «Спасибо, брат. Я не забуду этого никогда». Первый месяц мы созванивались регулярно. Миша рассказывал, как продвигаются дела, как идет работа над новым проектом. Все казалось нормальным. Но потом что-то изменилось. Сначала звонки стали реже. Потом Миша начал отвечать односложно, ссылаясь на занятость. А спустя еще месяц его телефон вообще стал недоступен. Сообщения в мессенджерах не доходили. Видимо, заблокировал меня. Я попытался найти его офис.
Оказалось, что фирма уже месяц как не существует. Юридический адрес пустует, сотрудники разбежались. Поехал к нему домой. Квартира продана. Соседи сказали, что семья съехала, но куда — никто не знает. Миша исчез. Просто растворился, словно его никогда не было. А вы когда-нибудь чувствовали, что самый близкий человек способен ударить в спину? Это не просто боль. Это разрушение всего мира. Когда тот, кому ты доверял больше, чем себе, оказывается способен на такое предательство. Поначалу я не мог поверить. Думал, что случилось что-то серьезное, что Миша в беде, что он не может выйти на связь. Но месяцы шли, а от него не было ни слуху, ни духу. Постепенно пришло понимание. Меня просто бросили. $50 000 — не такая уж критичная для меня сумма. Но дело было не в деньгах. Дело было в том, что меня предал самый близкий человек. 35 лет дружбы перечеркнул одним поступком. Люди вокруг только подливали масла в огонь. Я же говорил, нельзя доверять деньги даже близким. Нужно было оформить все документально. Да ты что, в наше время, брать на слово. Но больше всего злило другое. Я мог простить потерю денег, но как можно было просто исчезнуть? Не объясниться, не извиниться, не попытаться найти решение. Как 35 лет дружбы могли значить так мало? Я стал замкнутым, подозрительным. Жена говорила, что я изменился. Да и как не измениться, когда выясняется, что ты всю жизнь не разбираешься в людях? Прошел год, потом второй. Я смирился с тем, что друга у меня больше нет. Деньги списал как плату за урок. Жестокий, но полезный урок о том, что доверять никому нельзя. Это случилось холодным февральским утром. Я сидел в офисе, разбирал документы, когда зазвонил мобильный телефон. Номер незнакомый, но что-то заставило меня взять трубку. «Алло?» «Лёша, это я. Миша». Сердце провалилось куда-то вниз. 2,5 года я ждал этого звонка. Мечтал, что он позвонит и все объяснит. Но когда это наконец произошло, я не знал, что сказать. «Лёша, ты меня слышишь?» «Слышу. Можем увидеться. Мне нужно с тобой поговорить». Голос был другой. Усталый, надломленный. Но это был он. «Где ты был все эти годы?» — спросил я. «Расскажу при встрече». «Лёш, это очень важно. Ты можешь встретиться со мной сегодня. Мы встретились в кафе в центре города, в том самом, где часто сиживали в студенческие годы. Я пришел первым, заказал кофе и ждал. Сердце билось как бешеное. Злость, обида, любопытство смешались в один ком. Когда Миша вошел в кафе, я еле сдержался, чтобы не вскочить с места. За 2,5 года он изменился кардинально. Похудел килограммов на 20, посидел, на лице глубокие морщины. Но главное — глаза. В них была такая усталость, как будто он нес на плечах весь мир. Он сел напротив меня. Мы долго молчали, изучая друг друга. Наконец он заговорил. «Лёша, я знаю, ты меня ненавидишь. И у тебя есть на это право. У меня есть право знать правду», — ответил я. «Где ты был? И где мои деньги?» Он глубоко вздохнул, словно готовясь к чему-то очень трудному. «В тот день, когда я просил у тебя деньги, я соврал. Не полностью, но соврал. Фирма действительно разваливалась, долги были реальными. Но дело было не только в этом». Он замолчал, сжимая кружку в руках. «За месяц до того, как я пришел к тебе, мне поставили диагноз. Лимфома Ходжкина. 3-я стадия. Врачи сказали, что без срочного лечения у меня максимум полгода. Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Лёша, я был в панике. Не знал, что делать. Жена была беременна 2-м ребенком, старшему сыну было всего 5 лет. А тут еще долги по фирме. Я понимал, что если объявлю о болезни, то фирма окончательно рухнет, а семья останется ни с чем. «Но почему ты не сказал мне?» — выдохнул я. «Потому что стыдился!» — почти крикнул он,
Потом понизил голос. «Понимаешь, я всю жизнь был сильным. Мы оба такие. Мне было стыдно признаться, что я умираю, что я слаб, что мне нужна помощь не как деловому партнеру, а как больному человеку». Он снова замолчал, а я пытался переварить услышанное. «Твои деньги пошли не на спасение фирмы. Они пошли на лечение. В Германии. Там была клиника, где применяли экспериментальную терапию. Без нее у меня не было шансов. Почему ты исчез? Почему не сказал потом? Потому что лечение было тяжелым. Очень тяжелым. Месяцы химиотерапии, облучения. Я не хотел, чтобы ты видел, как я превращаюсь в развалину. Не хотел, чтобы ты жалел меня. А потом я понял, что все испортил. Что соврал тебе, использовал нашу дружбу, и стало страшно возвращаться. В кафе стояла тишина. Я смотрел на этого изможденного человека и пытался понять, это еще мой друг или уже совсем чужой? «Я выжил», — тихо продолжал он. «Лечение помогло. Вот уже полгода, как я в ремиссии. Но эти 2,5 года, они стоили мне всего. Семья развалилась, жена не выдержала. Работы нет, друзей нет. Я потерял все. А деньги?» — спросил я. «Их нет. Потратил на лечение полностью. Знаю, что должен тебе. И верну, как только смогу. Но сейчас у меня ничего нет. Мы еще час сидели в том кафе. Говорили о прошлом, о том, что потеряли за эти годы. Миша рассказал о лечении, о том, как страшно было думать, что может не увидеть, как растут дети. Я рассказал о своей обиде, о том, как изменился за эти годы. Когда мы расставались, он сказал: «Лёш, я не прошу тебя простить меня. Понимаю, что не имею на это права. Просто хотел, чтобы ты знал правду. Дома я долго не мог уснуть. Ворочался в постели, прокручивая в голове нашу встречу. С одной стороны, он солгал мне, использовал нашу дружбу, исчез без объяснений. С другой, он боролся за жизнь. Буквально за жизнь. А вы смогли бы простить в такой ситуации? Ведь иногда мы теряем не деньги, а годы дружбы, которые никогда не вернуть. Что важнее, деньги или годы дружбы?» Прошло уже несколько месяцев с той встречи. Миша звонит иногда, но мы пока не встречались. Я до сих пор не знаю, как правильно поступить. Простить ли его? Или уже слишком поздно? С одной стороны, я понимаю его мотивы. Страх, стыд, желание не быть обузой — все это знакомо каждому мужчине. Возможно, на его месте я поступил бы так же. С другой стороны, эти 2,5 года обиды и ненависти никуда не делись. Они отравили мне жизнь, изменили мой характер, и этого не вернуть. Недавно узнал, что Миша устроился работать сторожем на стройке. Живет в съемной комнате, с детьми видится по выходным. Часть меня хочет протянуть руку помощи, найти ему нормальную работу, помочь встать на ноги. Другая часть говорит: а чем это закончится? Очередным предательством. Жена советует простить. Говорит, что жизнь слишком коротка для такой долгой обиды. Может, она права. Я до сих пор не знаю, как правильно поступить. Простить ли его или слишком поздно? Возможно, вы подскажете мне ответ. История основана на реальных событиях. Имена изменены. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.